Здравствуйте, друзья! Сегодня мы готовим простой, но очень вкусный куриный суп с лапшой, такой на каждый день. Нам понадобится курочка хорошая, вот у меня здесь такая домашняя курица, вот такая желтенькая, красивая, с жирком внутри. Также понадобится лук, по желанию чеснок, морковка, яйца свежие, по желанию картошка. Здесь вот с картошкой смотрите. Любите такой суп картофельный, кладите картошку. Если любите, чтобы лапши было побольше, тогда положите просто больше лапши и не кладите картошку. Но я положу и то, и другое. Также понадобится соль, перец черный, смесь перцев и в конце зелень. Ну еще лавровый лист, как в любой суп. Готовится очень просто. Быстро, я думаю, многие этот суп варят регулярно, я думаю, все его знают. И вот я себе тоже решил, просто соскучился. Если курочка домашняя, то ее нужно осмолить, после хорошо помыть, потому что обычно домашние куры не очень хорошо общипаны. Это общипано-то хорошо, но все равно какие-то волоски выглядывают. Магазинные куры, там они начисто все чистые, там никаких нету волосочков. Это вот такая вот красивая, небольшая. Думаю, бульон с нее будет очень вкусный. А в нашем супе главное бульон, потому что он дает самый-самый такой вкус. И если курица хорошая, домашняя, то это стопроцентный залог успеха. Вот я ее сейчас на газе возьму, немного осмолю. Горелки у меня здесь нет, забыл в гараже, придется на газе это делать. Как раньше делали в 70-е годы. Курочку я осмолил, помыл. Теперь режем ее порционными кусками. Курочка молоденькая, прям сама режется. Вот такая красота. Жирненькая. Ох, какая прелесть. И сразу бросаю это все в кастрюлю. Хорошая курица, прям жирненькая такая прелесть. Вот тут внутри еще жирок. Я его мелко просто порежу и кину туда тоже. Так как курица достаточно жирная, зажарку я делать не буду. Все будет вариться прям так. Сразу чувствуется, что курица совершенно молодая. Сварится очень-очень быстро. Ну вот и все. Теперь я эту курочку заливаю водой, ставлю на огонь и пускай она начинает вариться. За это время я все почищу и будем продолжать приготовление вкусного супа. Лук мелко режем, а морковку трем на терке. Чеснок просто давим и режем, как попало. Суп закипает.
принципе, пену, конечно, можно и не снимать. Никакого вреда от нее нет. Чаще всего ее снимают вот в таких прозрачных супах, где хотят добиться идеальной прозрачности. Теперь делаем огонь тише, накрываем и варим еще минут 10. Прошло примерно 10 минут. Так как курица молодая, вариться будет быстро, то сразу отправляем сюда лук и морковку. Но если у вас курица такая домашняя, несушка, старая или петух, вариться они будут долго, то тогда нужно поварить курицу хотя бы час, может даже полтора. Нужно смотреть по состоянию, потому что бывают такие куры, которые и по 5 часов варятся, и все равно жесткие, особенно петухи. Поэтому там смотрите, попробуйте. Если видите, что мясо уже такое вилочкой отделяется, то тогда можно кидать уже лук и морковку. Но здесь все это будет быстро, потому я закладываю все сразу. Теперь накрываем и на слабом огне варим практически до полной готовности курицы. Курица варилась примерно 20 минут. Как я и говорил, курица молодая, сварится очень быстро. Она сварилась очень быстро. Она практически готова. Теперь отправляем сюда картошку. Лавровый лист. Очень красивый бульон получился, жирненький, оранжевого цвета. Аромат великолепный. Отправляем сюда чеснок. И я уже попробовал, можно досолить, потому что еще не соленая. Доводите соленость, перец по своему вкусу. Можно поперчить. Сразу добавляем сюда петрушку и зеленый укроп. Накрываем и варим теперь до готовности картошки. Суп варился еще минут 10. Картошка почти готова. Теперь перемешиваем суп и медленно сюда вливаем яйцо взбитое. Этого можно не делать, но так получается, мне кажется, вкуснее. Вот такая красота. Очень цвет красивый. И сразу же отправляем сюда лапшу. Что варится она быстро. Делаем огонь посильнее. Нам томить это уже все не надо. Главное, чтобы сварилась быстро лапша. Еще я попробовал. Соли маловато. Еще добавлю соли. Лапша варилась минут 5. Она полностью готова. Я ее попробовал. Я ее выключаю. Теперь не накрываем. Даем настояться. И можно пробовать. Ну что, друзья, пробуем лапшу. Самую простую деревенскую лапшу. Такой всем известный суп из домашней курочки. Вот такой яркий, красивый получился. Прям и вкусный. Я его уже сверху посыпал зеленушкой. Очень наваристая, вкусная получается. Прям. Вот все-таки как отличается вкус
деревенской курицы домашней от магазинных. Те вот практически безвкусные. Здесь же прям вот бульон такой, который можно отдельно от всего этого наливать в кружечку и пить. И это будет вкусно. Ну, мне кажется, это самый уже простой суп, который можно дома сварить. Особого умения не надо. В принципе-то и лапшу-то самому можно накатать. Совершенно без проблем. Что там, мука, вода, яйцо. Но сейчас в магазинах этой лапши полно. Разной, на все вкусы. Просто купил и взял курочку и сварил такой вкусный суп. Очень все просто. С перчиком. Угу. Мальчик знает, для чего здесь тарелочка лежит. Он любит домашнюю курочку. Да? Да, я знаю, что ты любишь. Ну вот мы сейчас с ним и будем вместе кушать. Вот такая ножка. Просто вкусно. Такое отличное блюдо на каждый день. Пробуйте, и вам тоже понравится.